Рождество– время чудес, а рождественская выпечка для меня стала приятной традицией. Сегодня готовлю невероятно ароматный немецкий штолен. Оставайтесь со мной, сейчас покажу все этапы приготовления. Первым делом нужно разобраться с сухофруктами. Подготовить их нужно заранее, где-то за 24 часа до приготовления штолена. Здесь у меня два разных вида изюмов и клюква. Я заливаю сухофрукты кипятком, оставляю где-то на 2 минутки, потом промываю под холодной водой и выкладываю на сито и оставляю минут на 10-15 стекать. После этого нужно искупать сухофрукты в алкоголе. Я использую темный ром. Это нужно обязательно сделать для того, чтобы сухофрукты впитали в себя весь аромат рома. Добавляю я где-то 150 мл. Все это перемешиваю тщательно. И после этого накрываю пищевой пленкой, либо же пересыпаю в контейнер и оставляю на сутки. Можно просто на кухонном столе оставить. Если вы готовите заранее сухофрукты, можно и за 2-3 дня замочить сухофрукты, то можете положить их в холодильник. Я для большей такой надежности еще сверху покрываю пищевой пленкой, потому что буду периодически встряхивать этот контейнер, чтобы сухофрукты перемешивались и обволакивались все ромом. В день приготовления первым делом нужно приготовить опару. Здесь у меня 2 грамма дрожжей и такое теплое молоко. Нужно объединить дрожжи с молоком, потом добавить муку и перемешать. Вымешивать тесто нужно просто до однородности, не добивайтесь гладкой, идеальной консистенции. Теперь я накрываю опару пищевой пленкой и поставлю в теплое место, чтобы она подходила где-то примерно в 2 раза она должна подойти. Я поставлю возле батареи, у меня там самое теплое место на кухне. После этого я беру сухофрукты, пересыпаю их на сито и даю стечь, чтобы ушла лишняя влага, чтобы лишний ром он вытек в миску. Поэтому берите такую миску, чтобы она не соприкасалась с дном сита. Пока пара подходит, я подготовлю вторую часть муки. Обязательно муку просеиваю и соединяю ее с корицей и мускатным орехом. Все необходимое количество ингредиентов я оставлю в описании под этим видео. Ну что ж, опара у меня подошла где-то даже не в 2, а в 3 раза. И теперь буду замешивать тесто. Сейчас, получается, будет первый этап замеса теста. Отправляю в чашу миксера опару и размягченное сливочное масло. Также необходимо добавить молоко и дрожжи. Перемешиваю их в чуть теплом молоке и отправляю к общей массе. Обязательно добавляю цедру апельсина и лимона. Я всегда замораживаю цедру, она у меня всегда есть. Добавляю примерно 3 чайные ложки. Также добавляю сахар, надеваю насадку крюк и буду замешивать тесто. Конечно, замесить тесто можно и ручным миксером, если есть 2 такие насадки для теста. Я делала так раньше. Это, конечно, займет больше времени, но ничего страшного. Когда масса станет однородной, можно переходить ко второму этапу замеса теста. Добавляю муку и сейчас, получается, буду замешивать такое упругое тесто. Тесто стало однородным, но оно еще такое рыхлое по структуре. И сейчас будет третий этап замеса теста. Добавляю вторую часть сливочного масла, оно должно быть размягченное. И буду вымешивать его до такой гладкости. Где-то это займет примерно около, наверное, 10 минут. Буквально пару раз нужно остановить миксер и счистить все с краев чаши. А потом дальше продолжать замес. Когда тесто начало собираться в шар, это значит о том, что можно уже останавливаться и добавлять сухофрукты. Сухофрукты должны полностью распределиться по всему периметру теста. И тогда уже заканчиваем замес. Все готово.
Выкладываю тесто на припыленный мукой стол. И сейчас нужно разделить мне это тесто на 3 части. Для этого я взвешиваю весь кусок теста, потом разделяю его на 3 части. Хочу, чтобы у меня были такие одинаковые штоллины, одинакового размера. Можно сделать 2 таких побольше, я буду делать 3. Беру кусочек и распределяю его вот так вот по поверхности стола. Можно вот так визуально разделить штоллен на 3 части и запеленать его, запеленать младенца. Либо же сделать ту форму, которая вам нравится. Теперь я перекладываю штоллен на фольгу. У меня там 2 листа фольги, можно взять 3. Это я делаю для того, чтобы при выпечке штоллен не расползался сильно по противню. Такой сдерживающий фактор. Делаю ободочек. Можно взять 2-3 листа фольги, чтобы было крепче. 2 не сильно держит, но у меня 2, в принципе, было нормально. Если у вас большой противень, то вы смело можете класть штоллины на расстоянии, конечно, друг от друга и выпекать. В любом случае они немного расползутся. Чтобы не расползались, можно использовать обычные формы, такие бумажные для кекса. Когда все штоллины сформированы, оставляю их подходить где-то на час-полтора. И после этого отправляю их в духовку на 180 градусов. Время выпечки будет зависеть от вашей духовки. У меня газовая, мне пришлось подольше держать штоллины. Если у вас электрическая, то это будет где-то 35-40 минут. С газовой где-то около часа. А вот и готовые красавчики штоллины. Пока они еще горячие, смазываю их топленым сливочным маслом. Потом посыпаю штоллины сахарной пудрой, переворачиваю их на другую сторону, опять же смазываю маслом и посыпаю сахарной пудрой. Потом перекладываю штоллен на пергамент, опять же таки посыпаю обильно сахарной пудрой и даю немножко на столе подостыть. И только после этого заворачиваю в пергамент. После этого дополнительно заворачиваю штоллен еще в фольгу и отправляю в прохладное место дозревать где-то на 3-4 недельки. Чем больше он дозревает, тем вкуснее становится. Съедобным штоллен будет уже на следующий день, но лучше дать ему дозреть, чтобы штоллен пропитался этими невероятными ароматами сухофруктов. Тогда он будет иметь определенную свою структуру, тесто будет по-другому выглядеть, по-другому пахнуть. И сам вкус штоллена будет намного богаче и интереснее. Хотела еще сказать такой момент, почему я не добавляла орехи. У меня был такой опыт добавления фундука в штоллен, но он имеет такое свойство прогоркать со временем, когда он долго лежит. И поэтому мне вкус не совсем понравился. Я решила ограничиться только сухофруктами. Ну что ж, друзья, готовьте штоллен, я надеюсь, у вас все получится. И если вам был полезен этот рецепт, поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Я желаю вам теплых, уютных и вкусных зимних посиделок. Скоро услышимся. Всем пока-пока!